Дрон практически долетел до столицы страны НАТО, и его никто не заметил? Как удалось пропустить шахед, и кто теперь за это ответит? Китай поймали на горячем, или он только подсматривает за всеми? Что делали китайские спутники над зоной беспрецедентного ракетного удара? Диверсии и попытка госпереворота, оружие и взрывчатка – все это в одной стране и за несколько дней. Это происходит на самом деле или чей-то хитрый план? Обо всем вам расскажем. Крипторынок потрясен, рекорды главной криптовалюты уже устарели. Кто вырвался вперед и кто из вас смог это предвидеть? Опасный призывник пойман, успешно мобилизован, и откосить он больше не сможет. Но есть официальный ответ ТЦК, зачем им код. Его вам и расскажем. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 6 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Китай замешан или совпадение? Над Львовом шли не только ракеты. Во время массированной атаки России в небе засекли китайские разведывательные спутники. Пока над Украиной гудели сирены и взрывались кинжалы и калибры, в небе над Львовской областью один за другим проходили китайские спутники серии Яоган. Аппараты, которые западные эксперты называют не научными, а военными глазами Пекина. По данным мониторингового сервиса iHeavens в ночь и утро 5 октября над Львовом зафиксировали 9 пролетов спутников Яоган. А около 6 утра еще и оптический спутник, совершающий 7 витков над территорией Украины ежедневно. Всего, по оценкам аналитиков, над страной могут работать более 60 таких аппаратов. Они способны проводить оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку. Китай официально называет их научными, но специалисты уверены, это часть военной орбитальной сети, аналогичной системой ICE. Случайно или нет, но их синхронный пролет совпал по времени с крупнейшей российской атакой за последние месяцы, когда по Украине выпустили 549 средств воздушного нападения, включая дроны «Шахед», ракеты «Кинжал», «Искандер» и «Калибр». Эксперты открыто говорят, возможно, Китай наблюдал за боем в прямом эфире с орбиты. Ну а некоторые считают, что не просто наблюдал. А как думаете вы, наблюдал или участвовал? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. Тревога под Варшавой. В Польше нашли обломки неопознанного дрона. В 110 километрах от столицы в Мазовецком воеводстве местный житель наткнулся на обломки неопознанного объекта, похожего на беспилотник. Район вокруг находки в селе Зарембо-Верхолы оцеплен. На месте работают саперы, военные и полиция. И выясняют, военный это дрон или гражданский аппарат. На фоне находки в Польше вспоминают инцидент 10 сентября, когда сразу несколько десятков беспилотников вошли в польское воздушное пространство с востока. Тогда премьер Дональд Туск предположил, что речь могла идти о российских разведывательных дронах. После тех событий НАТО активировала миссию Eastern Sentry, Восточный страж, для усиления контроля и противовоздушного наблюдения на восточных рубежах Альянса. В Америке дошло до точки. После того, как 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую зверски убили прямо в вагоне поезда в Шарлотте, власти наконец признали, гуманность к преступникам убивает. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал закон под названием «Закон Ирины», который полностью меняет систему освобождения под залог. Теперь никакого cashless bail, беззалогового выхода для насильников, убийц и рецидивистов. Судьи обязаны учитывать риск насилия, а опасных преступников будут отправлять на психиатрическую проверку. Итак, на данный момент он арестован. Мы предъявляем ему федеральное обвинение, так как убийство произошло в общественном транспорте. Эта молодая женщина погибла ужасной, чудовищной смертью, как мы все видели на видео. Это было ужасно. Следующие шаги. Сначала обвинение, затем выдвижение официального обвинения, а затем юридическое решение о том, добиваться ли смертной казни. Заруцкую убил 35-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый, более десятка арестов он имеет, отсидка за вооруженное ограбление, и снова он выпущен на улицу. Его обвинили в убийстве первой степени. Видео с камеры наблюдения, где Ирина в ужасе прижимается к сидению перед тем, как ее убили, потрясло страну. После этого в США взорвалась дискуссия, кто виноват, преступник или система, которая снова и снова выпускает убийц. А как думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Это правда важно.
Диверсии и попытка захвата резиденции президента. Служба госбезопасности Грузии официально заявила, что в столице готовились диверсии с применением оружия и взрывчатки. Все якобы должно было произойти одновременно с попыткой штурма президентского дворца. Перед этим заявлением МВД Грузии сообщила о задержании 5 организаторов массовых протестов 4 октября. Среди них и оперный певец и народный артист Паата Бурчуладзе, а также известные оппозиционные политики Муртаз Задылаева, Ираклий Надирадзе, Паата Манджагаладзе и Лаша Беридзе. По данным ведомства, изъяты крупные партии оружия и взрывчатки. И все это, как они утверждают, было закуплено по указанию, естественно, грузинского представителя одного из формирований, действующих на территории Украины. МВД утверждает, что все исполнители, которые должны были доставить оружие и взрывчатку в центр Тбилиси, нейтрализованы. Следствие считает, что речь идет о подготовке заранее спланированного мятежа, приуроченного к уличным протестам после муниципальных выборов. Ранее на улицах Тбилиси произошли жесткие столкновения, горели баррикады, полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Оппозиция требовала мирного свержения власти. Теперь эти власти, которых они пытались мирно свергнуть, говорят, что больше собраться не дадут. Министерство внутренних дел Грузии сегодня и в ближайшие дни будет предпринимать соответствующие меры для выявления нарушителей и применения к ним закона. Кроме того, в свете вчерашних событий у нас есть основания полагать, что любые собрания, проходящие сегодня и в ближайшие дни, являются продолжением вчерашней попытки и будут предприняты соответствующие действия, чтобы не допустить угрозы общественному порядку и безопасности. А как думаете вы, действительно оружие, взрывчатка и попытки таким образом свергнуть власть? Или все это происки тех сил, которые хотят очернить оппозицию? Пишите в комментарии, не забывайте. Мир или полное уничтожение? Дональд Трамп бросил Хамасу ультиматум. Американского президента, цитирует CNN, если террористическая организация не согласится на предложенный им план прекращения огня, будет полностью уничтожена. Сделка по Газе висит на волоске, 90% деталей уже согласованы, осталось решить технические и логистические вопросы, и времени на обсуждение практически нет. Переговоры, по словам госсекретаря Марко Рубио, не должны растягиваться неделями или даже днями. Шаги нужно принимать быстро, потому что от промедления зависит жизнь людей и шансы на реальное перемирие. Речь идет о 20-пунктном мирном плане США, который предусматривает постепенный вывод израильских войск, освобождение заложников и переход Газы под временное международное управление. Хамас, по словам госсекретаря, вроде согласились на сделку, но до конца войны еще далеко. Надо быть реалистами. Вы не сможете создать новую систему управления в Газе за 72 часа. Это потребует времени. Важно, что уже есть план. Он реализуется. Есть финансирование, поддержка, экспертиза, и процесс движется вперед. Все согласились с его рамками. В этом и заключается цель. Все стороны, подписавшие сделку президента Трампа, согласились с ней. Трамп заявил, что дал движению последний шанс. Американский президент также подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает приостановку бомбардировок в Газе, объявленную по его требованию. Хотя некоторые бомбардировки в секторе Газа действительно были приостановлены, на данный момент никакого режима прекращения огня не существует. Есть лишь временная пауза в отдельных ударах. Премьер-министр отдал приказ открывать ответный огонь в случае угрозы жизни нашим солдатам на поле боя в Газе, исключительно в целях самообороны. Ранее Трамп призывал жителей Газы покинуть районы боев и пообещал гуманитарную помощь тем, кто выполнит этот призыв. Соцсети взорвал ролик, на котором двое мужчин в военной форме останавливаются посреди улицы, хватают кота и уезжают. На видео видно, как один из них спокойно подходит к животному, берет его на руки и садится с ним в авто. Пользователи немедленно окрестили происходящее мобилизацией кота, намекая на территориальные центры комплектации. Мемы, шутки и возмущенные комментарии заполнили ленты. В самом ТЦК отреагировали странно, назвали подобные обвинения показателем мировоззренческого кризиса общества. Куда на самом деле увезли кота, по-прежнему неизвестно. То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о серьезном мировоззренческом изъяне нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить саму суть нашего сопротивления россиянам, очернить тех, кто комплектует нашу армию и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления.
И это худшее, что вообще могло произойти. Крипторынок снова лихорадит. Биткоин установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $125 245 за монету утром 5 октября. Это уже 8-я сессия подряд, когда крупнейшая криптовалюта мира растет, подпитываемая спросом со стороны институциональных инвесторов и биржевых фондов. С начала года цена биткоина выросла более чем вдвое, после того, как США под руководством Дональда Трампа начали формировать стратегический резерв криптовалюты, фактически легализовав ее как элемент экономической политики. Сам Трамп тогда пообещал, что Америка станет криптовалютной столицей мира. Теперь биткоин не просто выполняет это обещание, он превращается в символ новой финансовой эпохи, где каждый скачок курса уже влияет не только на рынок, но и на мировую экономику. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.